Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию сегодня небольшое видео о местном выпуске периода гражданской войны, а именно о выпуске села Благодарное, тогда Ставропольской губернии. В своем рассказе я буду ориентироваться на книгу Александра Геннадьевича Баранова, посвященную денежному обращению Юга России в период гражданской войны. Покажу. На самом деле информации по этому выпуску не очень много, он был отпечатан, но не выпущен в обращение, поэтому, собственно, что касается этого выпуска, в книге всего 2 разворота. Вот первый разворот, который дает небольшое описание, собственно, самого места, самого населенного пункта и говорит о том, что на первоначальном этапе, как и везде, там в качестве заменителей денежных знаков использовались займы свободы и их купоны, да, приведены примеры их. А в дальнейшем, впоследствии, вот видите, перед самым отступлением Красной Армии в ноябре или декабре 2018 года местный совнарком решил выпустить свои собственные деньги-боны. Их напечатали на вексельной бумаге, на полном листе вексельной бумаги размещалось 7 денежных знаков, 6 из них номиналом 5 или 10 рублей и 1 номиналом 25 рублей. То есть, в принципе, всего было 3 номинала. А номинал вексельной бумаги значения, собственно, не имел. Просто использовалась бумага как бумага с водяным знаком, как я понимаю. Вот. И, соответственно, если читать последнюю фразу, выпустить боны в обращении не успели, а затем надобностью в выпуске их миновало. Поэтому они не закончены и подписи отсутствуют. Вот. Но здесь вот очень наглядно видно, как они печатались на вексельной бумаге. И давайте посмотрим, как это выглядит у меня. Относительно этого выпуска мы можем посмотреть, собственно, все номиналы, и даже чуть-чуть больше. Вот, если начинать с самого высокого, 25 рублей, видите, так как он не был в обращении, это обычная вексельная бумага, у меня это 10 копеек до 50 рублей, дополнительная напечатка номинала 25 рублей, тоже, собственно, этого местного выпуска, водяной знак, здесь на этом кусочке ничего не видно. И вот, собственно, текст и сам денежный знак. Понятно, что он не закончен и без подписи, без печатей. Выпущен Благодарницким уездным советом народных комиссаров Ставропольской губернии. Разменные знаки гарантированы уездным хлебозап, не знаю, что это значит, хлебозаготовительные, хлебозапасами, не знаю, магазинами. И сумма в 10 миллионов рублей, имеющихся за центральной властью, принимается казначейством, государственными и частными банками наравне с кредитными билетами без ограничения суммы. Подделка преследуется законом, да, это такая фраза. Вот, соответственно, это 25 рублей, самый высокий номинал. Давайте по порядку. 10 рублей. 10 рублей выглядит вот так. Таким же текстом, но здесь вот кусочек водяного знака от векселя видно. 5 рублей. Видите, еще краска разная. 5 рублей. Хочу посмотреть сейчас в книге, тоже кусочек водяного знака есть. Такой вот знак. И почему у меня еще одна десятка лежит, сейчас покажу, будет понятно. Она такая с небольшим печатным браком. Здесь 2 раза, точнее не 2 раза, ну да, просто сдвинуто. Видите, штамп 2 раза оборотной стороны получился. Вот такой вот печатный брак. Такой вот. Линейка небольшая, банкнот, но полная линейка зато. Банкнот местного выпуска. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.